Техника класса Тянь, за которой охотятся в древних руинах, это настоящее сокровище. Кроме того, мы увидели ее в действии. Такая мощь действительно поражает. Световая дыра затягивала всех без исключения. Как же хочется, чтобы Сяо Янь овладел настолько могущественным умением. Даже мертвый скелет с частичкой души святого был способен уничтожать почтенных воинов с помощью небесной ладони сотворения. Представьте, когда она окажется в руках Сяо Яня. Он успешно заполучил кости ребер скелета, где были изображены символы техники. Так что помимо руки святого, Сяо Янь насобирал довольно много обломков скелета. Напомню, что класс Тянь или небесный уровень – это максимальный уровень для техник Доу Ци и самый редкий класс техник. Великая небесная ладонь сотворения – это техника Доу Ци низкого уровня класса Тянь. Она создана святым Джао Хуа, использующим всю свою силу для слияния сотни техник Доу. Эта техника ладони уделяет внимание смыслу творения, использование ладони для разрушения неба и силы для разрушения всего. Сяо Янь смог заполучить тайну, скрытую святым Джао Хуа в его костях, что можно считать знаком судьбы. А главное, его рука должна быть закалена золотой духовной жидкостью. Без такой закалки использовать великую небесную ладонь невозможно, иначе неизбежна ответная реакция. Когда же Сяо Янь ее изучит и впервые использует, насколько впечатляющей будет эта сила? После возвращения из древних руин в павильон павшей звезды, Сяо Янь занялся телом Яо Лао. Все было готово, и на следующий день они должны начать этот процесс. Сяо Янь вернулся в свою резиденцию в поздний час. Он присел на кровать, щелкнул пальцем, и перед ним возникло 3 нефритово-белых ребра. Те самые ребра, которые Сяо Янь успел снять со скелета. Внутри них скрывалась тайна техники Доу Ци класса Тянь. Однако с тех самых пор, как он вернулся в павильон павшей звезды, ему никак не выпадал шанс исследовать их. Ввиду таких врагов, как Зал Душ и Племя Феникса, Сяо Янь должен стать еще сильнее. Лучшим методом для повышения боевых способностей являлось изучение высокоранговых техник Доу Ци. Легендарная техника небесного уровня невероятно могущественна. Даже сейчас Сяо Янь так и не смог забыть тот ужас, который продемонстрировал скелет святого, высвободив всю мощь техники, убив сотни экспертов. Коснувшись ребер, Сяо Янь увидел эти загадочные символы. Он начал пристально их изучать, но никак не мог расшифровать. Затем он высвободил духовную силу. Оказалось, что там на костях замаскирована печать. Коричневое пламя вырвалось на волю и окутало 3 белые косточки. Плавка продлилась до поздней ночи на протяжении почти 10 часов. Белый цвет заменился насыщенным золотым. Сяо Янь открыл свои глаза. Внутри пламени больше не осталось и намека на присутствие 3 ребер. Только темно-золотая жидкость, которая перетекала в различные формы. Когда Сяо Янь коснулся пальцем жидкости, она забурлила, а после полностью окутала правую руку парня. Это сопровождалось сильной болью. Окутавшись слоем жидкости, рука Сяо Яня начала трястись, а сам он слышал, как его кости хрустят под давлением. Он был на грани и думал, что его рука не выдержит. Сдавливание становилось все сильнее, но когда Сяо Янь уже подумал, что его рука сейчас разлетится, давление исчезло. Темно-золотая жидкость вскоре испарилась. Золотой свет вспыхнул в его глазах, а из уст вырвался шепот: «Это же великая небесная ладонь созидания». Внутри разума Сяо Яня прогремел взрыв, а его душа сильно затряслась. Он оказался в таинственном пространстве. В том месте стоял на вид обычный человек. Сяо Янь не сумел ощутить ни грамма колебаний энергии от него. Это и был истинный владелец пространства. Сяо Янь оказался в пространстве памяти, запечатленном внутри техники Доу Ци. Этот человек не был настоящим святым, а являлся лишь фрагментом его памяти. Незнакомец представил боевой навык как великую небесную ладонь созидания. Святой создал ее, объединив силу сотни техник, и она заключает в себе силу созидания. Ее можно использовать для сокрушения самого неба и разрушения всего вокруг. Техника постигается обыденностью и превосходит святого. Рука обязана пройти стадию очищения золотой духовной слюной. Великая небесная ладонь созидания может лишь высвободиться очищенной рукой. Та боль, которую Сяо Янь испытывал, была очищением. Без должной подготовки попытка использовать ее могла привести к страшным последствиям. Человек показал путь движения энергии по меридианам. Это путь, с помощью которого высвобождается великая небесная ладонь. Сяо Янь тут же обрадовался, когда увидел перед собой подобную картину. Затем тело незнакомца вспыхнуло темно-золотым светом, и он легким движением ладони высвободил колоссальную силу. Пространство содрогнулось и стало рушиться, словно стекло.
Сяо Янь почтительно поклонился, и в этот момент раздался последний голос создателя техники. Незнакомец назвал свое имя – Святой Чжао Хуа. В следующую секунду он окончательно исчез, и вместе с ним исчезло последнее напоминание о его существовании. Пространство рухнуло, и Сяо Янь вновь очутился в реальном мире. Он медленно открыл глаза, выдохнул и прошептал имя святого. Он посмотрел на свою правую руку и заметил смутные темно-золотые очертания, напоминающие металлический отблеск. Внутри его правой руки действительно открылись особые меридианы. Они соединялись в странный, но завершенный цикл. Эти каналы играли ключевую роль. Без их открытия можно было лишь накопить силу техники, но не высвободить ее. Это походило на запечатанный сосуд с огромным давлением, который в конечном итоге просто взорвался бы. Теперь Сяо Янь понял, зачем было нужно очищение руки золотой духовной слюной. Создатель техники точно знал, что делал, ведь в человеческом теле тысячи меридианов, и найти правильное их сочетание крайне сложно. Сяо Янь очень сильно возжелал прямо сейчас испытать великую небесную ладонь созидания. Спустя несколько попыток у него получилось. Как только это произошло, его рука задрожала, излучая темно-золотой свет. Огромные объемы доу ци начали стремительно поглощаться в его правую руку. В центре его ладони возникло черное пятно света. Оно обладало ужасающей силой притяжения, поглощая все. Испытав эту силу, Сяо Янь понял, насколько она опасна. Здесь в павильоне находилось множество людей. Если он неосторожно высвободит энергию, все живое в радиусе сотни метров исчезнет. Он поспешно остановил поток доу ци. Постепенно черное пятно побледнело, а затем обратилось обратно в энергию, которая вернулась в его тело. Несмотря на риск, Сяо Янь был очень доволен результатом. Он получил наследие святого, вот почему так быстро освоил один из самых мощных боевых навыков. Он сразу же подумал о своем главном враге на данный момент – Джай Сине. Именно на нем он впервые испытает технику. А случится это очень скоро, сразу же после создания тела Яо Лао, когда зал душ напал на павильон. В яростной битве с Джай Сином Сяо Янь впервые использует в деле небесную ладонь созидания. Рассмотрим это в дальнейшем, большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему, насколько мощной будет эта техника в руках Сяо Яня. Не забывайте, пожалуйста, подписаться на YouTube-канал, поставить лайк и написать комментарий. Это очень важно для продвижения видео. Такая активность – лучшая поддержка. И до скорой встречи в новых видео.